Все годы правления Путина Россия остается сырьевой страной. Рост экономики, размер федерального бюджета и благосостояние граждан – все это напрямую зависит от цен на нефть. Исходили из того, что средняя цена на бренд, на нефть нашу, будет $100 за баррель. Мы из этой цифры все остальное считали. И макроэкономику, и доходы, и расходы, и поддержку социальной сферы, поддержку экономики. Соотношение спроса и предложения определяет цену товара на рынке. И нефть не исключение. Благодаря геологоразведке и инновациям, доказанные запасы черного золота за последние 17 лет увеличились на 50%. Высокий уровень предложения нефти в течение следующих 5-7 лет обусловлен 4 основными факторами. Во-первых, технические инновации делают рентабельной добычу сланцевой нефти на большем числе месторождений при более низких ценах. Во-вторых, после снятия санкций на рынок вернулся крупный производитель нефти Иран. В-третьих, организация ОПЕК утратила свое прежнее влияние на нефтяной рынок. ОПЕКа больше не существует. Какие-то механизмы возвращения квотирования, манипулирования рынком невозможны. Невозможно. В условиях, когда любое понижение добычи будет мгновенно, кто-то говорит, 80 дней для этого нужно, восполняться американцами с их сланцевой добычей. Четвертая причина роста предложения нефти на рынок заключается в том, что уже сделанные инвестиции обеспечат большой объем добычи даже при очень низких ценах. Мы имеем превышение предложения над спросом, баланс перепроизводства за счет тех высоких цен, которые складывались в конце нулевых годов, которые привлекли большие инвестиции, повысили эффективность и, в общем-то, стали разрабатываться ранее нерентабельные запасы к разработке месторождения нефти, сланцевой нефти, в первую очередь, глубоководных залежей, битумных песков и так далее. Шельфы стали разрабатываться. То есть высокие цены дали толчок к перепроизводству. Спрос на нефть растет медленнее, чем увеличивается предложение нефти. Локомотив мировой экономики Китай замедляет ход. Это автоматически означает снижение темпов роста потребления нефти. Более того, связь экономического роста с потреблением нефти становится все слабее. Например, в Соединенных Штатах за последние 24 года реальный ВВП вырос 2,5 раза, а потребление нефти за этот же период выросло всего на 6%. Причина в том, что экономическое развитие обеспечивается за счет все более энергоэффективных секторов. We're wasting less energy. We've set new fuel economy standards on cars and trucks. When I took office, I pledged to double our production of wind and solar by the end of my first term. We met that goal ahead of schedule. Доля нефти в мировом энергопотреблении в сфере услуг, промышленности и жилищном секторе уже сократилась в разы. Лидером спроса на нефть остается транспорт, занимающий 65% в структуре ее потребления. Сегодня же мы становимся свидетелями революции в автомобильном транспорте. Продажи электромобилей по всему миру стремительно растут. Электрокаров в мире уже больше 1 миллиона, а к концу 2016 года популяция вырастет до 2 миллионов. Успех альтернативных транспортных технологий означает смерть нефтяного рынка. 31 марта 2016 года компания Tesla Motors презентовала и начала собирать предзаказы на электроседан Model 3, который стоит вдвое дешевле всех предыдущих моделей Tesla – от $35 тысяч за базовую комплектацию. You will not be able to buy a better car for $35,000 or even close, even if you get no options. Новая Model 3 разгоняется от 0 до 100 км в час за 6 секунд, а заряда электрической батареи хватает на 350 км пути. За 3 недели компания собрала уже более 400 тысяч предзаказов на машину, продажи которой начнутся только в 2017 году. Главным фактором формирования цены на нефть в ближайшие годы будет себестоимость добычи сланцевой нефти, которая уже сейчас на некоторых месторождениях ниже $40 за баррель. Все сходятся в том, что вряд ли цены будут высокими в ближайшей перспективе. Ценообразующим фактором будет себестоимость добычи сланцевой нефти, которая, к великому сожалению, будет снижаться, себестоимость добычи. Времена высокой нефтяной ренты прошли.
Средняя цена на нефть в размере $45 за баррель означает для России сокращение ВВП и федерального бюджета. Поскольку урезать расходы на военные цели и на службы безопасности никто не собирается, значит сокращать будут расходы на науку, образование, здравоохранение, пенсии и на социальные статьи. Российский бюджет сверстан из расчета $96 за баррель. Сейчас это ниже, чем $96, но я здесь никакой трагедии не вижу. Во-первых, это сейчас. Я думаю, что цена выровняется, скорректируется. Если мировые цены будут держаться на уровне $80, то все производство рухнет.